В один чудесный теплый летний день, когда яркое солнце играло на небе, а воздушные облака казались пушистыми, как сахарная вата, двое маленьких мальчиков шагали по узкой лесной дороге. Они крепко держались за руки, как будто и не хотели расставаться, в случае, если один из них вдруг исчезнет в бескрайних зеленых просторах. Их наивные сердца были полны невинного беспокойства, ведь они были потеряны в лесу, который казался огромным и неведомым. Этот лес был для них как будто другой мир, полный загадок и удивительных явлений. Их отец, человек, в прошлом добрый и заботливый, все чаще стал проявлять холодность и дистанцию. Дети не понимали, почему так происходит. Утром он посадил их в свою черную машину, и они с надеждой во взгляде полагали, что отправляются на очередную увлекательную семейную прогулку. Но вместо того, чтобы направиться к привычным местам, парку или зоопарку, отец повел их далеко за пределы города. Дорога, тонкая и извивающаяся, постепенно поглощалась густым зеленым лесом, который, казалось, манил их в свои глубины. Как только они остановились на обочине, отец, не глядя на них, произнес коротко: «Подождите здесь, я скоро вернусь». Эти слова прозвучали как команда, от которой у мальчиков перехватило дыхание. Он вновь сел за руль, не оглядываясь, оставив своих сыновей одних, и его фигура вскоре исчезла за поворотом, как будто растворилась в воздухе. Сначала мальчики стояли неподвижно, полные надежды. Они смотрели на исчезающую машину, которая оставила после себя лишь шорох шин, быстро ускользающих вдаль. Их сердца бились в унисон с надеждой, что отец вернется, станет рядом и объяснит, что все в порядке. Но постепенно время теряло свое значение. Прошли минуты, затем часы, солнце клонялось к закату, а длинные тени деревьев заползали по земле, создавая пугающий и неприветливый теневой мир. С каждой минутой непередаваемое чувство тревоги становилось все более ощутимым. Они звали его, кричали его имя, их голоса эхом разбивались о старые деревья, возвращаясь к ним как насмешка судьбы. Страх, как холодный ветер, проникал в их души, обвивая их, как старая потертая кофта. Лес вокруг становился все более глухим и словно зловещим, навевающим чувство одиночества и безысходности. Темные силуэты деревьев сливались в один сплошной массив, заполняя пространство вокруг, как стена, не дающая прохода. Холод пронизывал легкие, несмотря на легкие футболки, и маленькие ножки начинали дрожать от усталости. Они не знали, что делать и куда идти. Вдруг, когда они почти потеряли надежду, из густоты деревьев появилась она, белоснежная лошадь. Она стояла как бы в следах лучей заходящего солнца, окруженная аурой света и доброты. На первый взгляд она выглядела как сказочный персонаж, который сошел с страниц детской книги, неся в себе тихую мирную уверенность. Мальчики в полном восторге замерли на месте, не веря своим глазам. Лошадь, словно почувствовав их страх, подошла ближе, фыркнув недовольно, как бы приглашая их следовать за ней. В ее добрых, умных глазах они увидели отражение тепла и нежности, и их сердца вновь наполнились надеждой. Эта удивительная встреча была для них как знак, что даже в самых мрачных ситуациях есть место спасению. Поддерживаемые неведомой силой, мальчики, словно по велению сердца, двинулись следом за лошадью, утрачивая все страхи, которые терзали их. Их маленькие шаги легко парили за этим грациозным существом, и они стали забывать о мучивших их беспокойствах. Лошадь шла аккуратно через лес, обходя коряги, ямы и острые ветки, как будто знала каждый безопасный путь, который вел к свету и надежде. Мальчики следовали за ней, чувствуя, как их страх, словно туман, начинает рассеиваться. Они вдыхали свежий, взбадривающий запах мокрой травы,
а под ногами раздавались тихие шаги, словно лес серенадировал их своей мелодией спокойствия. Каждый шаг ближе к цели ощущался как шаг навстречу свободе и новым возможностям, которые они, возможно, когда-нибудь получат. Чем дальше они шли, тем больше чувствовали себя уверенно, все еще не осознавая, как важна для них была эта белая лошадь. Она шла не спеша, с дружелюбным видом, словно приглашая их в этот новый, яркий мир. И вот, после долгого пути, который казался вечностью, лес начал редеть. Перед ними открылась большая широкая поляна, залитая последними лучами заходящего солнца, где жизнь бурлила и кипела. На поляне собралось множество людей, волонтеров, разыскивающих пропавших детей. Они держали в руках фонарики, громкоговорители, а их лица были полны волнения и надежды. Словно по магии, когда волонтеры увидели мальчиков, они бросились к ним, как будто нашли потерянные сокровища. Слезы радости и облегчения капали с многих лиц. Кто-то плакал, обнимая их, а кто-то звонко смеялся, осеняя воздух счастливыми криками. Телефонные звонки в полицию, спешащие сообщить, что дети найдены, звучали как колокольный перезвон. Тем временем белая лошадь остановилась на краю поляны, словно зная, что ее работа закончена. Она фыркнула в последний раз, вскинув свою гордую голову, и исчезла в тени деревьев, оставив мальчиков и всех окружающих в состоянии удивления и благодарности. Вскоре стало известно, что эта белая лошадь принадлежала доброму фермеру из соседней деревни, который часто отпускал ее гулять по лесу. Она прекрасно знала все тропинки и секретные дороги, проложенные временем. Но никто не мог объяснить, почему именно в тот момент, когда мальчики так отчаянно нуждались в помощи, она выбрала именно их. Отец мальчиков был найден, и его действия были осуждены обществом. Ему предъявили обвинение в жестоком обращении и оставлении детей в опасности. Но это был лишь след, который не мог затмить жажду спасения, которую испытывали дети. Мальчики больше никогда не вернулись к своему отцу. Их приютила чудесная семья, мечтавшая о детях, люди, готовые дать им тепло, заботу и любовь, которые они так долго искали. В этом новом доме они чувствовали себя как никогда раньше, в безопасности, окруженными заботой и вниманием. Каждый вечер они вместе собирались на кухне, делая домашние задания, смеялись и обсуждали свои маленькие мечты. С этого момента белая лошадь стала неотъемлемой частью их жизни, живая мечта, олицетворяющая надежду и веру в лучшее. Мальчики часто навещали ее, приносили сочные яблоки, гладили ее шелковистую гриву и шептали ей теплые слова благодарности. Эти слова вырывались из их сердец, как мелодия, наполняющая пространство вокруг удивительным светом. И каждый раз, встречаясь с ней, они вспоминали, как среди страха и одиночества к ним навстречу вышла доброта, одетая в белоснежную шкуру и дарующая тепло своим мудрым сердцем. Этот опыт стал для них жизненным уроком, что чудеса случаются в тех местах, где сердце открыто для веры, и даже в самые темные минуты могут появиться те, кто протянет спасительную руку или подарит свою теплую влажную мордочку, даруя надежду в самых безнадежных ситуациях. Итак, время шло, и мальчики росли, но они никогда не забыли ту незабываемую лошадь, которая помогла им найти дорогу домой.